Всем привет! Сегодня 5 июня 23 года. Утро. Прекрасная погода. Меня это очень радует. Тепло. Солнечно. Птички поют. Ну и поскольку я сейчас по утрам занимаюсь физкультурой, и сейчас в том числе присел 100 раз, и далеко сейчас не уйду, я решил записать это видео. Обычно я записывал его на выходных, суббота-воскресенье, но сейчас записал в понедельник, потому что в субботу я работал весь день. Мы делали потолок в доме, делали каркас, там еще по мелочи всякие, там плафон поставить, там выключатель поставить, такая мелочь. В основном делали потолок. Вот, ну а что-то в воскресенье, вчера я поленился, приехал с Белграда, уже часов 5 было. Немножко дров себе притащил на участок, с другого участка. Порубал их маленько тут. Вот. И уже не стал. Пораньше спать лег. Сегодня выспавшийся, в 6 утра проснулся. Позанимался языком, позанимался физкультурой. Сейчас пойду завтракать. Что-нибудь, наверное, варить придется. Посмотрим. Наверное, да. Ну, какие новости? 3 недели уже минуло, как я в Сербии. Это больше 20 дней. И какие результаты? Ну, поскольку особо ресурсов у меня не было каких-то, ни административных ресурсов, ни денежных ресурсов, то результат, конечно, не особо большой. Ну, по крайней мере, к чему-то мы движемся. К чему-то мы движемся. Набирает обороты, конечно, нетворкинг, связи. То есть набирается такая некая сила, которая пока еще не работает, но есть надежда на то, что будет работать. Допустим, вчера мне сказали о том, что есть человек где-то в Белграде. Нет, не в Белграде. Или в Белграде. В общем, он занимается, у него есть типа бригады, которые занимаются ремонтом, различным ремонтом. Обслуживанием помещений, это то, чем я занимался, это facility. И в принципе, в этих бригадах требуются люди. Там могут пригодиться мои знания по IT, там могут пригодиться мои знания по facility, знания языка, может быть, пригодятся, не знаю. Пока что это просто зацепка, человек очень занят сейчас, с ним на неделе должны встретиться вроде как. Ну, посмотрим. Посмотрим, зацепка есть. Также мне ответили по одному резюме, там нужен был администратор, магазин. Язык там нужен и так далее. Вот я написал резюме, мне спросили, нужен им человек, уже желательно с ВНЖ и рабочим разрешением на работу. Потому что там прикол в чем? Если человек без ВНЖ и без разрешения на работу, то делать ему ВНЖ и разрешение на работу это где-то 1,5 месяца. Если у человека есть уже ВНЖ, то делать ему разрешение на работу дней 7. То есть сейчас у них такого времени нету, чтобы делать мне ВНЖ и разрешение на работу. Ну, до 1,5 месяца у них нету. Но, по крайней мере, мне что-то немножко объяснили, что к чему. Может быть, им нужен будет человек через 2 месяца. Ну, посмотрим. За 2 месяца могут быть другие варианты. И много, может быть, вариантов. Вот. Ну, по крайней мере, мне начали отвечать на резюме. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Плюс еще подсказали некоторые контакты по российским компаниям. Может быть, это тоже поможет. В общем, контактами я обрастаю, и в эти контакты я отправляю свое резюме.
Поэтому что-то как-то движется. Все равно какое-то движение есть. Я не в тупике. Я не в тупике. Через неделю, формально через там 9-8 дней, мне нужно выехать из Сербии и заехать заново. Потому что по документам я как будто турист, и срок пребывания таких как я, граждан, это 1 месяц. Ну, по крайней мере, кто-то по мне тут бегает, лазит. По крайней мере, тут разрешен визаран, то есть можно выезжать, заезжать пока что неограниченное количество раз. Это плюс. То есть я месяц нахожусь, выезжаю, заезжаю, у меня еще есть месяц. Заезжаю, выезжаю, у меня еще есть месяц. И так пока что я надеюсь, что это будет разрешено здесь, в Сербии. В Казахстане было что-то подобное. Когда я жил в Казахстане, эта штука еще действовала поначалу. 3 месяца можно было находиться, потом нужно было выехать, заехать, еще 3 месяца. И так до бесконечности. Казалось бы, мы так 2 раза сделали. Выезжали мы в Кыргызстан. И потом приняли закон, зимой приняли закон о том, что эту тему, лавочку прикрывают. То есть, если у тебя нету какой-то причины нахождения в стране, я рассказываю сейчас про Казахстан, какие причины могут быть? Рабочая виза, ВНЖ, учеба, ну, еще что-то, ну, допустим, паспорт Казахстана. Какие-то причины нахождения такие, существенные причины. Но ты можешь находить, да, если нету причины, то ты можешь находиться 3 месяца. Потом ты обязан выехать на 3 месяца. И потом можешь заехать еще на 3 месяца. То есть 3 через 3. Вот. Ну и, естественно, многих приезжих это озадачило, потому что думали пересидеть. А пересидеть как бы не получается. Нужно официально устраиваться на работу, получать РВП, разрешение на временное пребывание, либо ВНЖ получать, вид на жительство. Вот так вот. Не знаю, почему они отменили. Я удивлен, конечно, этому, потому что с экономической точки зрения для Казахстана это выгодно. Русские не забирали рабочие места, работали в основном по удаленке, завозили деньги эти тратили в стране, покупая продукты, оплачивая жилье, пользуясь услугами различными. Ну, не знаю, это странно. Я удивлен. Я не знаю причины. Хотя, конечно, я догадываюсь, какая причина была. Вот. Но по факту я не знаю, почему это сделали. Ну ладно, сделали и сделали. Из Казахстана я уехал. Вот. Надеюсь, Сербия этого не сделает. Так. Какие еще новости? Да, я работаю здесь на участке и в доме. Интересно. Что-то полезное делаю для людей, которые обо мне заботятся. Вот, сплю также в этом маленьком домике. Домик мне нравится. Есть небольшой участок. Я показывал это в одном из своих видео. Я бы его купил, даже этот домик. Мне нравится вот эта вот мансарда здесь, с диванчиком. Ну, диванчик, конечно, пойдет на выкид. Вот, потому что он старый. Но мансарда хорошая. Мне нравится. Участок, да. Я бы купил этот домик, если бы за него давали ВНЖ. Но за него не дадут ВНЖ, потому что он не является жилым объектом, то есть он не жилое помещение. В теории его можно перевести в жилое, конечно, потом купить, но не знаю. Можно подумать об этом, кстати, я не думал об этом, перевести его в жилое, потом купить. Потому что он рядом с тем домом, потому что... Ой, блин.
потому что он прикольный. Здесь не работает вода, но я думаю, что это из-за того, что просто насосы выключены. То есть смысла в насосах сейчас нету с колодца брать воду, и поэтому выключены моторы, я так думаю. Ну, все это делается, все это вообще беспроблемно делается. Поэтому, ну, можно подумать, что с этим сделать можно. Посмотреть, как вариант. Ну, жив-здоров, изучаю язык, тренируюсь, работаю. Через неделю по визараню. Тоже запишу вам видео, я надеюсь. Надеюсь на это. Был вчера в Белграде. В Белграде все спокойно. Сколько раз был в Белграде, все было спокойно. Может быть, через неделю я посещу другой город. Может быть. Но пока не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Еще рано загадывать. Если нет, то поеду в Белград опять. Всем всего доброго, счастья, здоровья, успехов. Посещайте Белград, посещайте Сербию. Сербия на 90% это деревня, я это уже говорил, писал. Ну, это хорошая деревня, это прекрасная деревня. Есть интернет, везде дороги. Хорошие люди, красивые домики. Прям приятные. Все здорово. Есть там, конечно, нюансы, как и у каждой страны. Там какая-то ситуация с Косово. Печалище сербов. Вот. Отток населения печалище сербов. Из-за смертности, из-за того, что уезжают, из-за того, что рожают мало детей в семьях. Вот так вот. Население, конечно, падает в количественном эквиваленте. Ну, что же делать? Так во многих странах. Так во многих странах. Но не во всех. Вон в Китае население растет. В Индии вроде бы тоже. Всего доброго. Будьте здоровы, успехов. Счастливо. Пишите.